Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с канала Rustories. На этом канале мы помогаем вам учить русский по коротким рассказам. На самом деле это одно из самых эффективных упражнений, которое мы делаем с нашими учениками на уроках. И я надеюсь, что и для вас оно будет таким же полезным. Итак, поехали. Австрия. Почему ее считают одной из лучших в мире стран? Это сложно выразить словами, но здесь просто комфортно и удобно жить. В Вене всегда и везде удобно ходить. Тебе не нужно искать пешеходный переход или перебегать дорогу. На улицах чисто, все аккуратное и отремонтированное. Есть где погулять. Просторные тротуары, велодорожки, кругом парки и зелень. Кажется, что все как в остальной Европе. Но здесь это ощущается еще удобнее и лучше. Еще здесь очень безопасно. Ты не боишься гулять ночью по переулкам и не волнуешься за свои вещи и свою жизнь. Вежливость. Все местные ведут себя очень корректно и толерантно. Здесь нет бытового хамства, не тыкают в людей пальцами, а в случае проблем всегда предложат помощь. Вежливые все. Врачи, кондукторы, любые служащие, не грубит никто. Отличный климат. Вена находится примерно на широте Воронежа. Здесь длинные и теплые весна и осень. Очень короткая зима. Не нужно постоянно кутаться. Не нужно чистить обувь, приходя с улицы. Это добавляет комфорта. Среднегодовая температура плюс 10 градусов. Для сравнения, в Москве плюс 6,8. Зимой температура редко опускается ниже 0. Снега почти не бывает. А еще тут солнечно и редко бывают затяжные осадки. Потрясающая природа. Горы, реки, равнины, виноградники. Здесь есть куда поехать и где отлично провести выходные или отпуск. Местные жители, например, очень любят свою Австрию и часто не выезжают из страны на отдых. Здесь умеют держать work-life balance. В 16 часов в пятницу все пойдут в ресторан и будут там сидеть до понедельника. Минимум надрыва. Все расслабленно и спокойно. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Иностранцев в Австрии много, но местные их не очень любят. Никто не высказывает недовольства, но это заметно. Например, с ними не стремятся дружить. Или квартиры им сдают очень неохотно. Местные всегда в приоритете. В Австрии иностранцев также не любят на бюрократическом уровне. Здесь очень сложная процедура подачи документов на вид на жительство или учебу. Все какое-то недружелюбное, непонятное и неповоротливое. Неясно, какие документы собирать, куда нести, что делать
и в какие сроки укладываться. Это касается всех иностранцев, приезжающих не из ЕС. Например, в списке документов написано «Подтверждение того, что у вас есть деньги». Какое подтверждение? Какая форма? Узнать это никак нельзя. Без знания языка иностранец пропадет. Есть конторы, которые помогают с переездом, но стоить это будет не 1000 евро. В деньгах этот национализм тоже выражается. Например, в бесплатном государственном австрийском вузе иностранцы платят 765 евро за семестр, а местные 20 евро. Есть ощущение, что в стране очень хорошо жить, но барьер вхождения специально завышен. Ты должен быть очень замотивирован, знать язык, хорошо разбираться в системе, и тогда двери Австрии для тебя откроются. Возможно, это связано с тем, что страна небольшая, местных специалистов здесь хватает, и иностранцы тут просто особенно не нужны. Я никогда не был в Австрии, но всегда мечтал съездить в Вену и посмотреть архитектуру Хундртвассера. По-моему, она просто фантастическая, а Фриденсрайх Хундртвассер один из лучших в мире архитекторов. Надеюсь, что моя мечта сбудется. Если кто-то из вас был в Австрии, напишите в комментариях, как впечатление. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы очень стараемся. До встречи. Пока.